Всем привет! Это второй влог из Саудовской Аравии, и мы в этом влоге вам покажем. Первое – это цены на одежду, цены на еду в супермаркетах, ушедшие бренды из России, что же там появилось новенького, стоит ли это вообще покупать, на наш взгляд. Также мы покажем вам ураган, который произошел буквально на днях. Как вы видите, мы уже одеты достаточно тепло. Я в кожанке, Маша в джинсах. Мы подутеплились, потому что на улице уже не так жарко, как это было, к примеру, месяц назад. Сейчас 2 часа дня и где-то 27 градусов. Вечером будет примерно 16 градусов. Здесь достаточно сильные перепады, особенно после урагана. У нас впереди ждет прекрасный день, движовый день. И не забудьте сразу подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Оставляйте свои пожелания, потому что это помогает нам записывать более качественные видео, отвечать на все ваши вопросы. Может быть, что-то конкретно вас интересует, что здесь вообще происходит в Саудовской Аравии. И, конечно же, мы постараемся все это показать и рассказать как можно подробнее. Доброе утро! Мы выбрались наконец-то из нашего дома. Сегодня с утра я позанимался спортом, позанимался арабским, Маша позанималась английским. Сейчас мы идем стричь мою бороду и стричь мою голову, потому что я подзарос. После этого мы пойдем покушаем и поедем на Риад Арт Фестивал. Не знаю, что там будет происходить, но интересно. Вот сгоняем, как раз-таки все покажем. Вот там находится моя парикмахерская. Вот здесь. Сейчас посмотрим, что мне сделают. Но надеюсь, все будет отлично. Я хочу покороче немножко волосы на голове. Ну и полностью офигенно, чтобы мне выстригли бороду. Кринжец, меня постригли не очень, не как в прошлый раз. Взяли больше, 40 риал. Это недорого, как бы 1000 рублей. Ну, здесь везде так стоит просто стрижка. Бороду мне фигово постригли, у меня здесь даже типа покраснение. Я не говорю про прическу, сзади там вообще типа. Сейчас придем домой, будем поправлять. Марик сейчас организует свой салон красоты, который она любит организовывать. Да, Маш? Сейчас как подстригу бритвой, делаю покороче. Но что поделать, не попробуешь, не узнаешь, как говорится. В прошлый раз я ходил к другому челу, он делал офигенно. Сейчас просто такое себе, вообще не очень. Сегодня нереальный закат. Классно то, что там типа темнота такая, а здесь такое небо шикарное. Мы давно не видели облаков. Особенно так красиво, чтобы оно ложилось. Потому что здесь обычно все испарялось. Да, сейчас все поменялось. Сейчас зима и становится облачно потихоньку. Но очень красиво. Машин, кстати, дофига. Мы идем есть в фастфуд под названием не Лемона, не это. Здесь готовят рис с курицей. Кстати, более-менее вкусные, огромные порции и недорого. Мы идем в Хардис, потому что там очень вкусные бургеры. С этого ракурса небо прям пасмурное. Я такого уже давно не видела. Да, здесь пасмурно, здесь все чисто. Прикольно, очень красиво. Сейчас покажу кафешку, в которой мы постоянно ходим пить кофе. Тут очень красиво. Вот здесь прям какой-то оазис. Как-то прям приятно. Здесь цветы такие красивые. И сама кафешка. Но мы идем в Хардис, туда. В общем, там сверкает. Видимо, будет ливень жуткий. Но не видимо, а 100% будет ливень. Все затягивает. Очень красиво на самом деле. Мне интересно увидеть, что будет здесь за ливень такой интересный. Мы в итоге купили всякую еду в Хардис. Бургеры. Планы накрываются, мы в итоге не поедем на Риад Арт Фестивал, потому что там пипец. Ну, мы офигеем. Я чувствую, сегодня будет вообще холодно. Я думаю,
вечером вот этот ливень, он еще опустит вместо 20 будет плюс 15, мне кажется. Я так удивлен, то, что дождь идет, и, ну, будет сейчас дождь, это уже очевидно, и такое какое-то предвкушение дождя. Строи похожи на наши ХЗБ заброшки осенью из-за такого неба. Том, закат, чтобы вы понимали, не там. Закат обычно всегда в той стороне, то есть вот там солнце садится. То есть это просто реально тучи. Ну, для них это праздник, все снимают. Все снимают. Да для нас уже тоже праздник, это Для же нас так это тоже необычно. праздник, да. Уже супер, смотри, самолет еще влетает туда Да. прям сейчас. А там, смотри, там коричневое прям Там, какое-то. это вообще неадекватно. Всё, Полчаса это назад было солнце яркое, как обычно. Блин, а представь сейчас, как в пустыне круто. Да. Ну, опасно. Очень уже, опасно. В общем, приходило оповещение от, грубо говоря, МЧС Сауди, я не знаю, как их называют, но служит спасения, в общем. Говорили, что будет, типа, песчаная буря, ливень, грозы. Когда я не думал, что я скажу такое, что я хочу, чтобы был дождь. Да. О, дождь пошел. Вау! Да. Ты засняла, да? Да. Офигеть. Буря, смотри. Блин, Влад, мы прячемся. Бля. Мы заходим внутрь. Пипец. Офигеть. Просто офигеть. Вода, и все вместе. И песок начинает попадать в глаза. Мне уже попал. Ну, мне тоже я вкус чувствую. Стой. Посмотри там, как в Silent Hill. Это невозможно. А мне нравится. Круто. Вот, посмотри. Блин, я бы сейчас по машине покатался. Вон там чел идет, он весь учится прям. Круто. Вау, как же это круто. Ага. Что, нужно окна дома везде закрыть. Мы занесли вещи и вышли, и уже По-детски. начался дождь. Я думаю, что это только начало по-детски. Может, для них это уже не по-детски, а для нас по-детски. Свежий такой воздух. Очень свежий. Блин. О, прям холодный. Блин, что-то оно прям пошло-поехало. Ой. Что-то оно прям это. Что-то прям вообще что-то. Ой-ой-ой-ой. Смотри, весь мусор летит. Сейчас к нам залетит. Охренеть. У нас это реально ураган. Ураган. О, Бля, жесть какая. Ребят, у нас ураган. Охренеть. Все летит. Жесть. Офигеть, я такого не видел в жизни. Это, блин, какой сильный. Вау. я Ну в шоке. круто. Ты сейчас дула? Меня сдуло, я аж А испугалась. там сейчас сильный ветер? Прям сильнейший. А дом-то какой страшный, блин. Мне кажется, надо уйти. Тут, там звук, ты слышишь какой? Жуть какая, блин, ладно, эти двери не выдержат. Офигеть! Вау! Там все летит. Я, пожалуй... Что? Стекла вылетели из дома. Стекла вылетели. И, слушай, я боюсь, как бы наши стекла не вылетели, у нас уже лампочки мигают. Я боюсь. Не апокалипсис ли это? Машины просто еле-еле. А все на аварийке встали. Все, давай сваливаем, я замерз. Все, погнали. Я в шоке. Лифт не работает. Так, у нас из-за этого урагана протекает. Мы живем хоть не на последнем этаже, но посмотрите, какая Мы жесть. живем на последнем этаже. Прямо над нами никого нет. Я Ну тебе все, отвечаю. пипец, мы затекаем. Мы уже спасли свои розетки и решили выйти проконтролировать. Смотри, снесло забор, вот забор. Да. С тех пор, как мы здесь, был один дождик маленький, пока мы спали. Все. Да. Так, ладно, пойдем греться. Холодно и как-то вообще уже он все не ходит, чтобы заснять. О, клип заработал, видимо. Ура! В общем, мы идем греться, я замерз, хочу есть и нужно завершить мою... Стрижку. Вот такая вот у нас погодка. Идеально, перфекто. Я первый раз в Сауди надел кожанку. Первый раз вообще за больше, чем полгода. Вот они, полумокрые, а? Потому что я последний раз в Москве надевал эту кожанку. Да.
Полгода прошло, офигеть. А Маша тоже. Мой У тебя, лук? кстати, светится фокус. У меня светится фокус, ты немножко голого тела. Ой-о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 й. Только не в этом районе. Ну-ка, товарищи, голодранцы. О, девушка Товарищи убежала. голодранцы. Ты спугнула девушку. Девушка, так у них, да, здесь были разборки. У них Не, как он раз... с ней клеился, я тебе отвечаю. У них как... Ну, это тоже Блин, разборки. я не хочу их пугать. Да а мы- ладно, они сами пугаются, ничего страшного. Да. Да, он пошел. Теперь у них там океан, лужа целая. У них все отлично. В общем, прогулялись мы, увидели последствия урагана. Намочили свои бутылки. Да, и сейчас идем домой. Так что всем спокойно. Ой, Да, вот этот кисулек. Оруши вчера, блин. ну пускай вот на нем все и закончится. Этот Первый вечер. твой в мире шторм. Малыш. Да, первый в твоей жизни шторм. Давай, бай-бай, кисуля. Доброй ночи. Мы пришли в Kingdom Center. Идем средь пальм. Идем в магазинчики. Мы идем в магазинчики или поесть сначала? Я думаю, поесть. Ладно, идем куда-нибудь поесть. Это живые цветы, прям при входе. Прям тонна живых цветов. Выглядит, конечно, прелестно. Как в Дубае в парусе. Куча живых цветов тоннами. Мы заходим в это место, это как наше депо. Тут очень много всяких кафешек, рестиков, и здесь очень вкусно, кстати. В общем, тут куча всего. Все, что душа пожелает. Меню. Хотел есть, но глядя на Машу, пришлось взять себе то же самое блюдо. Стоимость вот этой картошки с мясом составляет 30 сар. Достаточно большое блюдо, вот если моя рука. Я думаю, объесться прям вот повально можно. Мы почти все съели. Маш, ставь оценку блюду. 7. 7? Да. Я ставлю 4 ставлю. Потому что это просто картошка с сырным соусом. Ну, мясо, которое они положили сюда, оно вкусное. Остальное все, ну, норм. Ну да. Ну знаешь, 7 даже многовато, так действительно. Это безалкогольные коктейли. Но на вкус они как будто алкогольные. Очень прикольно. Вот такая очередь и жаждет купить себе что-то новое от Cartier. Тут на постоянной основе выдают блотеры с ароматами. Везде в молах пахнет нон-стопом. Здесь поджигают ут или бахур, так же, как и в Дубае. Либо пахнет духами. И еще шлейф от каждого араба и от каждой арабки здесь очень сильный. А мне кажется, они просто обливаются духами. Это как я. Да. Заходим, куда же? Первый магазин это H&M. Кстати, здесь почему-то нет мужского отдела. Я не очень люблю H&M. Просто сориентируем по ценам. Здесь H&M всегда полупустой, тогда как у нас он был всегда полон. Здесь вот только пару человек сейчас зашло и все. Нет, сколько стоит этот пиджак? 200 сар. 5000 рублей. Плюс большинство все-таки здесь ходит в абаях и в хиджабах. Да, ну типа под надевать. Так что здесь это не пользуется спросом, вот такая одежда. Да. Именно поэтому здесь достаточно мало людей. Что-то интересное для себя нашла. Ну, я не знаю, я просто представляю какое-нибудь платье скромное. Ну, хочу сказать, что ассортимент здесь тот же самый, что и был в Москве. Ничего особо интересного нет. Цены примерно такие же, как были в Москве. Ну, может, чуть подороже, с учетом курса еще. Так что H&M so-so. Так, Маш, скажи свое мнение по поводу H&M. Да, не знаю даже, что сказать. Ну, как-то скучно. Народу нет, да и одежда обычная, какая-то привычная. Да, H&M, сори. Сколько ставим баллов? 5? Из 10, да? Да. Я ставлю 3, заслуженную. Следующее. Здесь написано Zara. Мы идем в Зару. Вот Zara куда поинтереснее, конечно же. Как всегда, вот Zara мне нравится. Женский отдел, много всяких платьев. Вот стоимость, к примеру, этого платья 150 сар. Недорого.
На удивление, здесь есть даже пальтишки. А все почему? Потому что в Риаде зимой холодно. 230 реал. 5000 рублей. Так, мы зашли в мужской отдел. Мне нравится, я люблю такой стайлак. И я даже здесь недавно взял рубашку голубую. Кстати, ее нет, моей рубашки голубой, которую я здесь брал. Помнишь? Смотри. Да. А, нет, вот она. Она очень классная, она очень классно на мне сидит. И качество приятное. Стоимость 200 точно осталось, 200 сар. Вот. Какое тут стоит огромное зеркало. Ну, кайф. Здесь теплая одежда верхняя, она такая же фейковая, как и обычно. Фейковая — это значит, что она нифига не греет, она выглядит как теплая, но внутри там даже ни подкладки, ничего нет. Ну, как раз это на пустыню, когда там плюс 15, и ты уже ходишь в шубе, типа тебе холодно, январь. Сколько ты поставишь баллов Заре? Ну, Заре я уже поставлю 7-8 баллов, наверное. Ну вот я тоже, я поставлю 7 заслуженную. В общем, прошлись мы по магазинчикам, H&M, Zara и так далее. Ну, как бы ничего особо такого прям супер интересного нет. Это мы подытоживаем. Ты согласна со мной? Да. Так что, ребята, те, кто находится в России, не грустите. Все равно бы вы вряд ли что-либо купили в H&M или вряд ли что-то купили бы в Заре. Это отель Four Seasons. Выглядит, конечно, просто роскошно. Все выглядит роскошно. Прям перфекто. Там фонтанчик такой. Выглядит очень красиво. Конечно, десяточно. Последний раз, когда мы снимали вот это место, здесь была совершенно другая композиция. Это же такая приглушенная зимняя. Они же живые, поэтому, естественно, они каждый раз что-то новое придумывают, заказывают у флориста. Улочки Риада. Мы находимся прям рядом с Kingdom центром. Гуляем. Погода прям реально вообще кайф, да? Да. Как это красиво выглядит. Вот это здание, кстати, чтобы вы понимали, построили в конце 90-х годов, 2000-й, да? Или 2000... 2002-2001 год. Я четко не помню. Да, в общем, начало 2000-х годов это здание построили, а оно по сей день выглядит супер актуально. Мы зашли в глубинку района Аллая. И здесь очень зелено и красиво. Тут очень много разных вилл. В большинстве случаев здесь виллы уже сдаются для туристов, потому что это хорошая локация. Такие огромные ворота. Ну, конечно же, здесь также живут и местные саудовцы. Ой, как красиво. Я соскучился по зелени. Как приятно пахнет. Хочется в нее прям погрузиться. Хоть и по календарю наступила зима, здесь как будто весна. Все начинает распускаться, цветочки. Очень красиво. Интересно, они пахнут? Нет, они не пахнут. Такая вилла. Кстати, в Дубае виллы на самом деле чуть меньше, вот если в сторону Кайт-Бич или ехать, там виллы не такие огромные. Здесь виллы просто гигантские. Ну, потому что тут большинство людей живут именно в виллах. Опа, ча. Привет, друг. Ах ты мяу-мяу. Какой красивый. У меня такие глаза Ты мой сладкий мальчик. прелестные. Так это девочка. Какой красивый котик. Цены 22. Сара сэндвич 500 рублей. Кофе 19, Сара 25. Ну, средний прайс по ряду. Здесь такая крыша. Сейчас будем здесь попивать кофеек с прекрасным видом. Вечерняя уже прогулка. Красивая какая вилла. Направляемся в магазин. Мы будем покупать еду. Покажем цены в супермаркете. Так, выстрижено тут деревица, пальмы. Вот я хочу жить в такой вилле, где будут пальмы. Прям Конечно. это вообще кайф. О, смотри, они лезут.
Опа, Какие привет. сладкие, какие... Они там живут, прям на дереве. Ах, вы какие кисулечки, ты посмотри прям. Китикеты. Китикеты. Как из рекламы. Привет. Хочется вилку прикупить, да, Маш? Еще как, конечно. Блин. Нужно понимать, что через некоторое время в Сауди будет очень много туристов, стоимость на недвижимость будет возрастать с каждым днем, с учетом того, что она уже возрастает, то есть она реально растет постоянно. Не поднимай по часам. Так, пришли мы в магазин, пока что с пустой тележечкой. Сейчас будем показывать цены. Нутелла, 34 сара, огромная банка нутеллы. Один твикс стоит 4 сара, это 100 рублей, маленький. Орешки, 30 сар, 25, ну средний 25. Вот это, кстати, местная компания, очень вкусные орешки у них. Вот фисташки всякие, класс. Куча чипсов. Это большой пакет с пакетами чипсов, микро, вот такие. Стоит огромный пакет 17 сар. Лейс, 12 сар. Там маленькие упаковки лейса, вот такие. Вот мы и пришли в отдел со сладостями. Стоит 8 сар, 9 сар. Упаковка большая. Тут куча всего. Куча разновидностей нутеллы разные, с бисквитами, типа печеньки. Я помню, в России вот этот, по-моему, тоже есть. 6 сар. Куча просто разновидностей жвачек. Целый огромный отдел. Стоимость, ну, примерно вот 13, 16, 11 и так далее. Я подумала, на что похожи здесь супермаркеты, похожи на наш метро, потому что здесь оптом как будто бы очень часто можно встретить вот такое вот. Покупаешь вот такую пачку. Это как у нас метро. Но они привыкли, они покупают сразу много на целую неделю. У них детей много, у них семьи большие, поэтому это у них распространено. Кстати, интересно, фисташковый киткат. Вот такого у нас нет. Просто для понимания, грудка куриная 17 сар. Цены примерно как в России. Цены на мясо 20 сар, 17. Получается за килограмм порядка 50 сар. Цены на фрукты и овощи. Дыня стоит 5,5 сар за килограмм. Огромная дыня, и они здесь очень сладкие и вкусные. Мы возьмем, конечно же, одну. И фрукты здесь стоят дешево, и они намного лучше, чем в Дубае. Апельсины 5 сар, яблоки 5 сар, 100 рублей за килограмм. Пахнет прям яблоками, так приятно. В общем, мы выходим из отдела овощей. Сейчас нам нужно взять всякой молочки. Хоть мы особо не пьем молочку, но протеиновые коктейли нужно взять. О, я их, кстати, видел. Во, офигенно. С финиками я ни разу не пробовал, я хочу попробовать. Кофе с протеином, прикольно. У них с протеином очень много выбора коктейлей разных. Любят они качаться. Любят они спортом заниматься и качаться, И да. хорошо выглядеть. Мы приобщаемся. Но я уже приобщился конкретно. Я занимаюсь спортом там. 32 сара вот за такой нарезанный сыр. Обычный сыр, средняя стоимость 10 сар. Тут еще в магазинах очень много продаются солений всегда. Всякая капуста, оливки и так далее. Куча видов оливок, маслин. И даже вот такой прикол. Это капуста обычная в маринаде, да. Цветная. Ярко-розовая. Кстати, выглядит очень прикольно. Фуксия. Все, да, реально. Вырви глаз. Нам нужны круассаны? Можно. Мне кажется, надо взять. Давай. Берем. У них еще популярны вот такие печеньки, внутри финики. Ну, кстати, это прикольно и вкусненько. Мне понравилось. Вот хочу показать, как тут продается рис. Очень интересно, в таких вязаных мешочках. Он продается почему-то только в мешках огромных. Мы пока что... Ты где-нибудь видела маленькие мешочки такие? Нет, только гигантские пакеты. Ну, как интересно. У них такой воинственный вид. Отдел с зубными пастами. Паста тут стоит, конечно, в разы дороже. Начиная, грубо говоря, от 20 сар. Сенситив, который у нас стоит 10 сар, да, здесь стоит она 45 сар. В 4 раза дороже, чем в России. Что мы купили в итоге? Здесь упаковывают в 1000 пакетов. И пакеты, кстати, тут бесплатные. Затарились мы в итоге на 107 реал. Вызываем такси и едем домой. Мы приехали домой. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте свои лайки, оставляйте комментарии и не забывайте подписаться на наш канал.